Всем еще раз доброй ночи. Друзья мои, дело в том, что в магии нет абстрактных вещей. Каждая сущность, каждая эмоция человека, каждая сфера жизни человека наделена какими-то чертами. Из каждой сущности, из каждой силы сделана определенная персона. Например, если мы изгоняем, неудачу в жизни человека, то эта неудача наделена лицом. Есть такое древнее понимание, горемыка называется, горе и мыканье. Вот даже горемыка представляется как женщина легкого поведения, которая без спроса входит в каждый дом и приводит туда беду, невзгоду, бедность и так далее. То есть каждая сила, каждая эмоция и каждая сфера жизни человека – это определенная сущность, в которой есть свой характер, свои какие-то взгляды на человека. Его можно задобрить, его можно выгнать из жизни человека и так далее и тому подобное. В данный момент я провожу ритуал, называется барикапка. Этот ритуал обращение к Вороньему царю. Ворон испокон веков считался проводником между жизнью мертвых, то есть между мертвым миром и живым. Многие колдуны держат дома ворона, вызывая в них стража, вселяя в ворона какой-то дух, который оберегает их. Это вполне реальная вещь, и это существует. Ворон – это мудрая птица, очень умная птица. У него интеллект 6-летнего ребенка. Вот у ворона он может понимать, повторять лучше, чем даже собаки. Кроме того, вот схожих ритуалов, призывы к Вороньему царю очень много. Я составила свой на основе тех древних ритуалов. Это мой ритуал, но мои ритуалы, мои заговоры, которые я составляю, это не абстрактные и не такие откуда-либо взятые, знаете, непонятно с космоса. Они приходят по мере необходимости, но в то же время здесь соблюдаются все правила обращения, все правила магии, магического воздействия, ритуальной магии, заговорного жанра и так далее, и так далее. Но это долгий вопрос. Очень сильный ритуал, очень быстро начинает действовать. Здесь нужно воронье перо. Воронье перо можно достать на погосте. Идите на кладбище, их полно. В конце концов, можно купить в определенных магазинах магического характера. Когда человек занимается магией, то, естественно, ему нужно на что-то жить. Он не может и работать где-то, и магией заниматься. Тем более мы знаем, что силы магии не допускают нас до других работ, поскольку мы настолько обессиливаемся и устаем, что у нас просто времени нет на что-то иное. Мы целыми сутками занимаемся проблемами и бедами других людей. Но в то же время, почему-то у сильных колдунов всегда очень много людей, которые просят их помощи, хотя они нигде не дают рекламы, они нигде особо не представляют себя. Но сейчас, например, можно в интернете показать, на что ты способен. Но на самом деле это не для того, чтобы собрать клиентов, а просто каждый человек, у которого есть какие-то способности, всегда хочет самореализовать себя, показать, на что он способен, как он это делает. Ему приятно поделиться и показать, что именно он из себя представляет. Но это тоже далеко не реклама. Реклама – это раскрутка специально определенная, с какой-то целью, телевизионные программы, шоу и прочее, прочее. И, как правило, в этих шоу все такое можно встретить очень редко, а если сказать честно, и невозможно почти встретить, там практиков очень редко можно встретить. И то так промелькнули несколько раз, и все, им неинтересно постоянно там выступать.
Но как же так получается, что к ним идут люди? Ну, во-первых, силы всегда, знаете, как говорил Сталин, хорошего врача народ прокормит. Так вот, хорошего колдуна народ озолотит. Это во-первых. Во-вторых, силы приводят к нам людей. Приводят, потому что я уже объясняла, что мы снимаем с людей эту отрицательную энергетику. И эта энергетика питает эти силы, и поскольку они всегда хотят себе пропитание найти, они будут приводить к сильному колдуну, всегда будут приводить людей, которые толпами будут идти. Но те, которые практики, они толпы не принимают, поскольку они не тратят свои силы на всех подряд. Они принимают выборочно тех, кому хотят помочь. Иначе у них ни силы, ни времени на себя не хватит, ни на что. Эти толпы, они ни к чему. Но в то же время должны быть люди, которые готовы прийти, готовы просить помощи, готовы оценить эту помощь и так далее. Так вот, для этого случая существует очень много ритуалов. В этом ритуале мы обращаемся к Вороньему царю Барикапке. И эти сущности, я уже вам объясняла, что если мы наделяем человеческими чертами сущности, проявления сферы жизни, то они нам отвечают тем же. Точно так же, как мы их принимаем за какие-то живые силы и обращаемся к ним как к живым персонажам, вот так же получаем ответную реакцию и помощь. Нужно воронье перо. У меня здесь есть ворон алтарный. Можно его не иметь, можно просто взять воронье перо и черные свечи. Итак, начнем. За 13 гор, 13 черных морей есть крепость о 13 башнях. В той крепости царь Вороний Барикапка живет. Пойду я в ту крепость, поднимусь 13 ступеньками в 13 зал к престолу Вороньего царя. О, Барикапка, царь Вороний, царствуй вечно на своем черном престоле, а просьбу мою исполни. Ты самого батюшку сатану видел, да знаешь, силушку от него получаешь. Да от имени сатаны мне подмогни. Подними свои вороньи стаи, пусть летают по миру, догонят ко мне просящих о помощи. Им радость до процветания, мне деньги до богатства. И они довольны, и я. Пусть по моему желанию, да по велению царя Барикапки, да по приказу батюшки сатаны, все ищущие помощи колдунов ко мне направляются, молят о помощи у меня, да оплатят мне монетой и уважением да почетом. Ворона перо пущу по ветру, Барикапки рать подниму, и прощение мое будет исполнено. Как я пожелала, так и сбудется. Да будет так. Берем перо ворона. Подходим к окну, открываем. Пускаем по ветру и говорим: ради Барикапки поднимись, то, что просила, исполни. Да будет так. Вот вам еще один ритуал на то, чтобы к вам всегда шли толпы людей. Всегда приятно, когда ценят твой труд. Но в то же самое время иногда нужно пространство заставить работать в твою пользу. Ну на что мы, колдуны, если мы своим примером не покажем, что магия может многое? Согласны? Если мы будем больные, несчастные, нищие, никому не нужные, нигде неизвестные, то как мы можем объяснить человеку, что магия может сделать человека богатым, удачливым и здоровым? Первый пример мы должны подавать. Кроме того, человек, которого ценят, никогда не будет жить плохо, поскольку он отдает всю себя работе, а значит, получает результат в любой сфере деятельности. Неважно, повар он хороший, кулинар, швея, там, парикмахер, стилист или ведьма.
любой человек, который любит свою работу и отдает себя этой работе, всегда получит результат. Всего доброго и удачи вам!